Бархан тихо лежал в вольере приюта. Глаза закрыты, уши прижаты, корм в миске не тронут. Собака не подавала признаков жизни. Матвей Александрович, что делать с Барханом? Не ест, не ходит, не реагирует на свою кличку. Неужели и правда усыплять придется? Наташа, волонтер приюта «Забота», с тревогой смотрела на стоящего рядом доктора. Нет, для усыпления нет показаний. Бархан абсолютно здоров, если не считать атрофированных мышц. Он не агрессивный, психика у него в отличном состоянии. Тогда что с ним? Он же тихо умирает. Это не следствие болезни. Пожилой доктор снял очки и задумался, а потом тихо добавил: это результат предательства тех, кого он любил, кому служил верой и правдой всю свою жизнь. И что теперь делать? Просто ждать, когда Бархан умрет. Медицина здесь бессильна, Наташа. Животным, как и людям, нужна любовь и забота. Только это может спасти нашего Бархана. Постояв еще немного около вольера, Матвей Александрович и Наташа пошли продолжать осмотр питомцев. Старый пес так и остался неподвижно лежать, погруженный в свои мысли. У молодых супругов, Антона и Миланы, родился первенец. Через год, на день рождения сына Павла, купили щенка. По замыслу родителей, он будет расти вместе с их сыном, станет ему верным другом. Щенка назвали Барханом. Так оно и было. Павел и Бархан подрастали и были лучшими друзьями. Через год, когда Павлу исполнилось 2 года, Бархан превратился в красивую немецкую овчарку. Бархана в семье любили, о нем заботились, брали с собой на дачу. И он отвечал своим хозяевам преданностью и верностью. Он считал их своими друзьями, своей семьей. Через несколько лет родился второй ребенок, тоже мальчик, назвали Руслан. Забот у Бархана прибавилось. Нужно было караулить малыша, когда тот спал, играть с ним, охранять во время его прогулок с мамой. Но Бархану это нравилось, он гордился, что ему доверяют маленького человечка. Годы бежали быстро. Павел вырос, подрастал и Руслан. Бархан превратился во взрослого матерого пса, который души не чаял в своих друзьях. Однажды Бархану пришлось проститься с Павлом. Парень окончил школу и уехал в другой город. Бархан сразу почувствовал отсутствие своего друга. Выезды на дачу стали редкостью, сокращалась длительность прогулок. Ему все чаще приходилось напоминать родителям мальчиков, что нужно выходить гулять. Бархан не понимал, что не так. Часами, оставаясь один в квартире, он размышлял о том, как изменилось к нему отношение, и не мог понять, почему и за что. Он, как и прежде, был послушным псом, очень любил свою семью. Для него было праздником, когда они все возвращались домой. Бархан встречал их радостным лаем, прыгал и носился по комнатам, выражая свою радость. Раньше за такое проявление чувств его никто не ругал, а наоборот, гладили и дети бегали вместе с ним. Теперь на него почти не обращали внимания. Он мог целый вечер пролежать в углу комнаты, и никто его не звал, и не подходил к нему. Обиднее всего, что младший друг Руслан вообще от него отдалился. Он позволял себе кричать на Бархана, срывал на нем свое плохое настроение. Особенно часто он вел себя так после ссоры с родителями. Бархан пытался разобраться в причине такого к нему отношения. Он ластился к Антону и Милане, но они, лениво проведя рукой по его спине, тут же отталкивали, указывая на его лежанку. Бархан старался напроситься в компанию к Руслану, когда тот уходил гулять со своими друзьями, но парень сердито на него кричал и оставлял дома. Бархан часами сидел перед закрытой дверью, ожидая, когда Руслан вернется домой. Едва тот заходил в квартиру, Бархана охватывала волна радости. Он прыгал вокруг юноши, пытался лизнуть его лицо.
Но в ответ слышался сердитый крик, и Руслан закрывался в своей комнате. В такие моменты никто из членов семьи не обращал внимания на поникшего Бархана. Никто ни разу не посмотрел ему в глаза, в которых были жгучая тоска, боль и немой вопрос «почему?», «за что?». Пес, опустив голову, уходил в свой угол, чтобы пролежать там весь вечер и всю ночь до утренней прогулки. Прошло какое-то время, и прогулки в парк, выезды на дачу совсем прекратились. Антон, Милана и Руслан, соблюдая очередность, выводили Бархана на улицу на несколько минут, чтобы тот сделал свои важные дела, а потом расходились по своим делам, забывая о некогда любимом питомце. Вскоре поведение Бархана изменилось. Он лежал целыми днями, ни на кого не обращая внимания. Потом вообще перестал подниматься со своего коврика. Дошло до того, что Антон и Руслан стали на руках выносить Бархана на улицу для его собачьих дел. А Антон проявлял терпение, а вот Руслан начал бунтовать, заявляя, что он не обязан таскать на себе здоровенного пса только потому, что тот не хочет самостоятельно перебирать лапами. «Вы, когда покупали собаку, у меня согласия не спрашивали», — кричал он родителям. «Вот теперь и нянчитесь с ним сами». Часто доходило до того, что Руслан игнорировал поскуливание Бархана, просившего вынести его по нужде, и тогда на полу появлялись лужи. Мама, убирая неприятные следы, ругала сына, но тот хлопал дверью и уходил. Однажды, когда в очередной раз Руслан не захотел вынести Бархана во двор, и несчастный пес сделал лужу, Милана сильно разозлилась, сказав: «Руслан, у тебя ни совести, ни жалости к несчастному животному нет. Как можно так издеваться? Ты же слышал, как Бархан скулил», и продолжил равнодушно играть в телефоне, отчитывала она сына. «Ну, если ты такая сердобольная, таскай его сама», — прокричал подросток в лицо матери. «А не хочешь, так усыпи его». И с перекошенным от злости лицом выбежал из квартиры. Бархан, прижав уши к голове, боялся пошевелиться. В этот вечер он первый раз отказался от еды. Через несколько дней Антон и Милана решили, что слова их младшего сына не лишены здравого смысла. Бархан уже не тот молодой, энергичный пес. Да что там говорить, Бархан стал старым инвалидом, ухаживать за которым у них нет никакой возможности. Однажды Антон взял Бархана на руки, вынес на улицу и положил на заднее сиденье машины. Милана села спереди, и они куда-то поехали. Бархан с тоской подумал, что домой он больше не вернется. Машина припарковалась у ветеринарной клиники. Антон с Барханом на руках и Милана вошли в кабинет врача. Мужчина положил Бархана на кушетку и произнес: «Вот, доктор, привезли на усыпление. Зовут Бархан, через полгода исполнится 18 лет. Не ходит, стал отказываться от еды». Матвей Александрович, опытный доктор, много повидавший за время медицинской практики, осмотрел пациента и поинтересовался: «Пес чем-то болен? Когда последний раз были на приеме? Где его медицинская карта?» Антон с Миланой растерянно переглянулись. «Вы нас не поняли», — вступила в разговор Милана. «Мы не знаем, чем болен Бархан. Скорее всего, это старость. У нас нет возможности ухаживать за ним. Мы с мужем целый день на работе, дети на занятиях. Мы привезли, чтобы вы его усыпили, или как это у вас называется. Вообще-то, чтобы вы знали, усыпление проводится по медицинским показаниям», — строго произнес Матвей Александрович. «А здесь никаких показаний нет». «Мы знаем», — сказал Антон. «Нам администратор уже объяснила. Вот, мы оплатили обследование и усыпление». С этими словами Антон положил на стол 2 квитанции. Матвей Александрович был настолько удивлен, что не сразу понял, как на это нужно реагировать. Воспользовавшись его замешательством,
Антон и Милана покинули кабинет. Придя в себя, доктор подошел к Бархану и сел рядом с ним на кушетку. «Ну что, дружище, отблагодарили тебя хозяева за верную службу?» Бархан на голос Матвея Александровича приоткрыл глаза и тяжело вздохнул. Доктор заметил, как из глаз собаки выкатились слезы. Пес все понимал и плакал от боли и отчаяния. «Знаешь что, Бархан, мы тебя обследуем, а вот усыплять точно не будем». Матвей Александрович ласково потрепал Бархана по шее. «Мы с тобой еще поживем». Обследование показало, что Бархан абсолютно здоров. Специалисты пришли к выводу, что нынешнее состояние овчарки – следствие психологической травмы. Пес находился в состоянии депрессии. В тот же день Матвей Александрович позвонил в приют «Забота», с которым ветеринарная клиника тесно сотрудничает, рассказал ситуацию и попросил принять особенного питомца. Через пару часов Бархана разместили в вольере приюта. Вокруг было много таких же вольеров, в которых находились собаки всех пород и размеров. Так прошло несколько дней. Бархан уже научился по запаху узнавать волонтеров, которые его кормили, убирали в вольере, делали массаж лап. Он равнодушно принимал их заботу, не проявляя никакой реакции. Волонтер Наташа убирала в вольере Бархана, когда услышала приветственный голос «Доброе утро». В двери появился молодой мужчина. «Здравствуйте, Илья Владимирович. Какими судьбами к нам?» «Да вот, услышал, что у вас появился новый питомец, решил познакомиться». Он подошел к Бархану и приветливо произнес: «Доброе утро, Бархан. Меня зовут Илья. Предлагаю дружить. Ты как на это смотришь?» Бархан даже не посмотрел, ему было абсолютно все равно. Илья Владимирович вмиг стал серьезным. «Наташа, он все время такой некоммуникабельный». «Да, Илья Владимирович. Бархан у нас живет больше недели, но никаких изменений не наблюдаем. Ну, если не считать того, что начал понемногу кушать. Так это же замечательно. Раз начал кушать, значит, силы будут возвращаться». Илья Владимирович погладил Бархана за ушами, и тот посмотрел на него вопросительно, как будто спрашивая: «Чего тебе от меня нужно?» «Знаешь, дорогой мой Бархан, а поехали жить ко мне?» «Илья Владимирович», — возмутилась Наташа, «да куда вы его возьмете? Он же совсем не ходит. Бархан у нас еще бегать будет». И с этими словами Илья Владимирович подхватил Бархана на руки и вынес из вольера. Илья Владимирович Палмар, профессиональный кинолог-зоопсихолог, помимо основной работы, занимался передержкой собак. Во дворе его дома находились несколько вольеров, в которых проходили реабилитацию особенные питомцы. Он выхаживал животных, проводил с ними курс реабилитации, занимался и находил хозяев. Вот в такую компанию и попал Бархан. Сначала он никак не реагировал на то, что происходит перед вольерами. А там происходило много интересного. Илья Владимирович занимался с животными, учил их выполнять разные команды, играл с ними. Вольер Бархана не закрывался, пес мог в любое время присоединиться к веселой компании. Но он только равнодушно смотрел и никак не реагировал. Подождав несколько дней, Илья Владимирович стал заниматься с Барханом индивидуально. Он выносил овчарку на лужайку, поднимал и заставлял стоять на ослабевших ногах. Постепенно Бархан стал привыкать к стоящему положению, лапы все дольше удерживали тело, не прогибаясь под его тяжестью. Однажды Илья Владимирович принес Бархана к бассейну. «Ну что, дружище, будем учиться плавать», — весело сказал мужчина и вошел в воду, держа на руках собаку. Оказавшись в воде, Бархан едва не задохнулся от нахлынувших на него чувств. Откуда-то из глубины памяти всплыло воспоминание: пикник на берегу озера, они втроем, Павел, Руслан и он, купаются в теплой воде.
От этого воспоминания у Бархана непроизвольно задвигались лапы, и он поплыл. Илья Владимирович удивленно смотрел на собаку. Бархан преобразился, его глаза жили, в них появился, пусть еще слабый, но огонек. «Молодец, Бархан, какой ты молодец!» — подбодрил овчарку кинолог и поплыл рядом с ним. В этот день Бархан долго не мог уснуть. После бассейна у него неожиданно проснулся зверский аппетит, и он с удовольствием съел все, что ему принес Илья Владимирович. А потом пес долго вспоминал, как он плавал в бассейне, как рядом с ним плыл его новый знакомый. Он незаметно подстраховывал еще слабого Бархана, готовый в любой момент прийти ему на помощь. Бархан это скорее даже не увидел, а почувствовал, и от этого ему стало спокойно, появилась уверенность. «Друг», — подумал Бархан, закрыл глаза и уснул. Впервые за последние 1,5 года его сон был безмятежным. После бассейна Бархана как подменили. Илья Владимирович видел, с каким упорством и самоотдачей занимается еще недавно безвольный пес. Медленно человек и собака шли к поставленной цели, одерживая одну маленькую победу за другой. Воспоминания о прежних хозяевах, боль и обида медленно, но верно уходили из памяти Бархана. Их место занимало новое чувство — дружба, возникшая между Барханом и Ильей Владимировичем, крепла каждый день. Было в этом человеке что-то такое, что заставило Бархана забыть свое прошлое и захотеть продолжать жить. Через год Бархан полностью восстановился. За это время Илья Владимирович пристроил всех своих подопечных. Вот только для Бархана Илья Владимирович нового хозяина не искал. Не мог он предать того, кому сам предложил дружбу. Илья Владимирович вышел на крыльцо. Завидев в руках друга ошейник с поводком, Бархан с радостью бросился к нему. «Ну что, дружище, прогуляемся до приюта, посмотрим, кому еще нужна наша помощь?» Бархан ответил внушительным лаем. Они неторопливо шли по тротуару, сильный, красивый Бархан и Илья Владимирович, с улыбкой поглядывающий на своего друга. Окружающим, глядя на них со стороны, казалось, что они вместе всю жизнь, и только эти двое знали, что этой жизнью стал минувший год. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.